Это новый сервис для путешественников, который я написал и разработал сам. И называется он PJourney. И прямо сейчас он уже работает, и им можно воспользоваться. А предназначен он для хранения, анализа, помощи, визуализации, в общем, все, что связано с авиаперелетами, это про него. Работает это так. Когда вы куда-нибудь летите, то добавляете свой рейс в приложение, и теперь все данные о рейсе будут у вас всегда под рукой. Вы даже можете загрузить туда свой посадочный талон, чтобы постоянно не искать его, а сразу показывать в приложении. Помимо этого, приложение будет показывать различные интересные и статистические факты о ваших перелетах. Например, в скольких странах вы побывали? С сколькими авиакомпаниями летали? Ну и сколько раз выбирали какую-нибудь из них? Сколько раз бывали в том или ином аэропорту? Ну и сколько всего прилетели и по времени, и по расстоянию? И все это можно будет посмотреть не только за все время, но и по каждому году в отдельности. А вот хотелось бы вам посмотреть на карте все свои перелеты? Хотелось? Так вот это можно сделать в PJourney. И не только это, но давайте обо всем по порядку. Для создания чего-то подобного нужно следовать нескольким шагам. Для начала нужна идея, то есть о чем будет ваш сервис и зачем он вообще нужен. Если честно, я вначале не планировал делать ничего такого, потому что в мире и так есть множество сервисов для путешествий, и чем мой будет отличаться? Зачем он нужен, если в мире и так есть множество аналогов? К тому же, уже много лет я пользовался приложением Up in the Air, и оно меня полностью устраивало, и при возможности я рекомендовал друзьям именно его. Но 19 октября 2024 года они написали, что больше не работают и отключают свое приложение, и на этом все. Больше этого приложения не существует. Я, конечно, огорчился, но что тут поделаешь, пришлось скачать все свои данные из него и искать замену. Я много искал в интернете, какие есть аналоги, но ничего, чтобы мне действительно понравилось, так и не нашел. И в этот момент мне пришла в голову мысль, что можно сделать все самому, то есть разработать сервис, в котором будут все функции, которые мне нужны и которые будет принадлежать именно мне. То есть никакая компания не сможет закрыть его или ограничить, если я этого не захочу. И вот именно тот октябрьский день можно считать отправной точкой моего нового проекта. Шаг 2. Теперь, когда у меня была идея и понимание, что из себя будет представлять мое приложение, зачем оно будет нужно и какую пользу сможет принести, нужно было приступить к его разработке. Конечно, сейчас есть много готовых решений по типу «создай свой сайт за пару кликов» или что-то в этом роде, но я ни при каких условиях не хотел пользоваться такими предложениями, потому что зачем менять шило на мыло, как говорится. Если вдруг сервис, в котором я это все сделал, вдруг закроют или ограничат в какой-то стране, то я опять останусь ни с чем, а моя задача была сделать полностью альтернативный сервис, который будет не зависеть ни от кого и которым я буду полностью управлять. Поэтому весь код я написал от первой до последней строчки сам. Конечно, когда я записываю это видео, не все еще готово, и, например, некоторые страницы еще даже не написаны, но уже на этом этапе у меня получилось около 20 тысяч строк кода, и это если не считать все данные по аэропортам, авиакомпаниям и всему прочему, что хранится у меня в отдельных файлах, так что работа была проведена основательная. Я помню, в те месяцы 2 дня ходил на работу, а следующие 2 дня безотрывно сидел и доделывал свой сервис, и времени даже выйти и сходить в магазин не было, не то что там приготовить. Но в итоге у меня все больше и больше вырисовывался уже готовый продукт, который можно было показать кому-то и продемонстрировать его работу. Но уже в процессе разработки появилась новая проблема. Это название сервиса. Потому что нужно было уже правильно вписывать название во все места, подавать заявку на регистрацию, чтобы подключить оплату на моем сервисе, зарегистрировать доменное имя, ну и все вот это вот прочее. Я долго думал, как назвать свой сервис, но ничего так в голову и не приходило. Названия были либо уже заняты, либо очень похожи на существующие, либо очень банальные. Но в первую очередь я не программист и не разработчик, а веду блог о путешествиях, и мой телеграм-канал так и называется PJourney. Это мои инициалы и путешествия. Вот я и подумал, почему бы мне не назвать свой сервис так же. К тому же PE обычно расшифровывается как Pocket Edition, то есть карманная версия путешествий получается. Мне эта идея понравилась, и я решил все так и оставить. Шаг 3. Тестирование. Теперь, когда все более-менее готово, можно отправлять мое приложение
на тестирование. Для этого я, коротко описав, что должно делать мое приложение, отправил его своим друзьям и сестре, которая, между прочим, работала в 2 компаниях, одна из которых сейчас собирает настоящий космический спутник для второй, чтобы запустить все это дело в космос. Не знаю, как это связано, но звучит круто. Так вот, я отправил приглашение своим друзьям, чтобы они попользовались, посмотрели, сказали мне, что нравится, что не нравится, что нужно исправить, что добавить, что убрать. Конечно, не все зашли и протестировали мой сервис. Скорее всего, они не подумали, что так как я разработал и прислал приглашение, то могу непосредственно зайти и проверить, кто тестировал, кто зашел, кто нет. Ну а тех, кто подошел более ответственно к этому вопросу, а не просто на 5 секунд открыл все это дело, я получил хорошую обратную связь и значительно улучшил свой сервис. В том числе я подумал, что важна не только суть приложения, но и как оно реализовано. Должны быть моменты, которые напрямую на работу приложения никак не влияют, но делают использование намного приятнее. Например, при каждом входе в приложение вас будет встречать ракета, которая летит на Луну. И лететь она будет не просто так, а именно на то расстояние, которое вы суммарно пролетели на самолете. Также я сделал отдельную страничку наподобие паспорта путешественника, в которой будут ставиться печати за выполненные достижения. То есть каждое путешествие может превратиться в небольшую игру. А чтобы добавить соревновательный эффект, вы можете добавить своих друзей, которые тоже используют мое приложение, чтобы следить за их прогрессом и соревноваться. Кто из вас больше путешественник, вы или они? Но если зайти с компьютера на мой сайт, то там будет много всяких штучек, которые анимированы, ну и просто интересно сделаны. Шаг 4. Запуск приложения. На этом этапе нужно сделать так, чтобы о моем сервисе узнало как можно больше людей. Конечно, у меня есть YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Telegram, и я даже несколько лет напрямую был связан с Google и YouTube, но занимался там больше технической частью, нежели продвижением в интернете. И несмотря на то, что у меня не так уж и много подписчиков, хотя, к примеру, есть видео на 3,2 миллиона просмотров, но это на Рутубе, на YouTube пока 208 тысяч рекорд, хотя есть короткие видео с более чем 600 тысяч просмотров. Но в любом случае я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь информацией о моем сервисе с друзьями, которые тоже увлечены путешествиями. К тому же, начать пользоваться моим сервисом можно абсолютно бесплатно, и не нужно указывать данные банковской карты или номер телефона. Можно просто зайти и начать пользоваться, и для этого у вас будет целый месяц, чтобы оценить его. Ну а если вам понравится, то подписка стоит всего 25 рублей в месяц, что намного дешевле, чем доехать на автобусе до аэропорта даже по подорожнику или тройке. Я даже специально поехал в аэропорт, чтобы снять небольшой промо-ролик для поддержки моего проекта. Это, конечно, было в конце декабря и в воскресенье, когда в аэропортах вообще не протолкнуться, но все равно все получилось. Что ж, я думаю, это весьма хороший финал, и можно сказать, что миссия выполнена. Конечно, я свой проект не оставлю и буду дорабатывать его, но сейчас, когда мой проект запущен и любой человек может зайти и начать им пользоваться, давайте опробуем его вместе. Мне всегда нравилось путешествовать, и я даже закончил университет гражданской авиации, так что, поделившись этой любовью и восхищением от путешествий с вами, я ощущаю что-то по-настоящему особенное и верю, что это будет для многих полезно. Ну что, сделаем это!